Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi PUBG Mobile. С вами, как всегда, Яна. И это, по сути, легендарное видео на нашем канале. Ведь сейчас прямо со мной на связи, прямиком из Сингапура, серебряные призеры Grand Final PMGC. Привет, парни! Привет. Здорово. Привет. Поздравляю вас с таким крутым результатом. Молодцы! Спасибо большое. Но перед тем, как мы с вами обсудим непосредственно сам турнир, хотелось бы узнать, как же вы встретили Новый год. Ведь изначально вы должны были его встречать в Сингапуре, если не ошибаюсь. Изначально мы должны были вылетать 31-го, потом 2-го, потом 6-го, потом 9-го, снова 6-го. Поэтому я никак не встречал особо. Я дома был, и все. Когда вы уже прилетели в Сингапур? 7 января. И как вам отель? Еда, интернет тот же, ваши комнаты? Ну, понимаешь, еда тут не которую отель предоставляет, поэтому... Типа еда тут, которую предоставляет турнирный оператор. Отель, ну, нормальный, обычный отель. Типа ничего особенного. Ну, вы же сидели 1 или 2 недели в самоизоляции, насколько я знаю. 2 недели. Да мы до сих пор сидим в самоизоляцию, нам прям до вылета нельзя выходить никуда. Ну и насколько вам там комфортно было все это время? Ну, довольно комфортно, что есть кондиционер, балкон, то есть можно выйти, если еще подышать. Типа, все удобно, кровать большая, матрас огромный, хороший, подушки, типа, снеки всякие есть. А у вас была хоть какая-то возможность увидеться за все это время? Может быть, там на балкончике? Или вы созванивались по видеосвязи? Да, мы все время играли, разговаривали. И так виделись, считай. Ну, мы не виделись, да, но мы просто, как бы, все время сидели в Дискорде, поэтому... Можно сказать, что эти 2 недели самоизоляции вам как команде пошли на пользу в плане подготовки перед турниром? Ну, да, потому что всегда хорошо как бы взять перерыв и не видеть. А вы, кстати, что-то меняли в плане подготовки перед турниром? Да, меняли, спот поменяли как минимум. А так еще с нами просто 2 человека работало на протяжении вот всего этого времени. Вот они там нам помогали по нашим ротациям, ошибки вообще искали у нас в игре и пытались как бы улучшать игру. А один это был Мелман. Он, собственно, капитан ПК PUBG состава Na'Vi. Вот, мы с ним просто сидели, он там смотрел каждую нашу игру. Он учил Меку играть с нуля. Это мой личный тренер. Да, по сути, это был личный тренер Меку. Давайте вспомним первый день после самоизоляции, когда вы смогли уже выйти из номера. Когда вы уже поехали на арену, или это была студия. Что это вообще за локация? 4-й этаж отеля, да, где находится просто там куча гринскрин-рум. По сути, просто полностью зеленая комната. Все зеленое у тебя, кроме, по сути, телефона, вентилятора, там, кабелей и китаянок, которые сидят там. И там находились непосредственно все команды, которые прилетели в Сингапур. Да, у каждой команды как бы была своя такая комната. Там была как бы отдельно у тебя белая комната, лаунж твой, и потом ты переходишь в, собственно, комнату. А вы с кем-то из других команд пересекались? Ну, смотри, ты важно понимать, что мы, во-первых, в студию попали прямо вот в день игр. То есть, как бы, это был наш последний день карантина как раз совпал с началом турнира, то есть мы вышли прямо вот перед матчами, по факту. Тогда мы и увиделись, типа, с другими командами, да, там вот парни там виделись, так сказать, с ними в кабинетах переговорных. Ну, общались с ребятами или так просто чисто «привет-привет». Чилийцы откуда-то знают слово «привет», это все, что мы как бы узнали о других командах. Ну и что какие-то команды после поражения шли и плакали буквально. Frozen X в тильте шел из-за того, что у них матчи плохо шли. Последний день, там где-то середина игр, когда у них там, видимо, что-то не пошло по играм, они были в тильте, каждую игру хуже прошлой играли и все. По сути, в тот же день вы узнали, что вы будете отыгрывать турнир из этих комнат. Да. Ну, вообще мы в этот день думали, что мы будем отыгрывать турнир из отеля, прям вот из номеров наших. Но организаторы как бы настояли на том, что мы играли из той комнаты, и мы согласились. Как в целом организация турнира сравнительно с прошлым годом? Эпидемия как бы вносит, да, свои коррективы, но в целом все, что мы просили, как бы все делали, поэтому... И здесь получше, кстати, было. В плане интернета, рум и так далее. Если в Дубае мы сидели, играли просто как бы со своих комнат, где мы живем, то здесь все было как бы сделано, там и камеры, и румы, и всякие оборудования, которые мы просили, и переходники и так далее, все покупали, приносили, то есть мы настраивали все так, как нам удобно было. Ну, то есть все хорошо в целом было. А на каких девайсах вы играли? На 13 максах. Насколько я знаю, у вас было право выбора. Турнирный оператор мог предоставить свои девайсы.
Да, но он их мог предоставить только, получается, в день турнира как бы. Условно, у нас не было такого, что мы только прилетели, и нам дали новые телефоны, и сказали, вот, можете играть на них. Нам их дали очень поздно, и там смысла не было менять девайс перед своим турниром. Но я думаю, айфоны все равно были бы лучше. Было ли у вас какое-то волнение или переживание, возможно, мандраж перед игрой, перед первыми играми, перед Эрангелем, к примеру? Все было по большому счету все равно. То есть мы понимали, что типа если мы будем волноваться, то это только мешать будет, и мы просто типа играли и все. Получали удовольствие, там, старались просто хорошо сыграть. Хорошо, давайте тогда обсудим первый игровой день, первый Эрангель, и у вас на этой карте появился дополнительный запасной спот. А эта подготовка была специально перед ПМГЦ? Потому что на той же EMEA, на ПМПЛ, несмотря на разлетку, вы все равно ехали на Жоржик, теряя тайминги. Да. Почему? При плохом разлете надо было найти спот, потому что там очень много команд, кто летят на всякие дороги и так далее, которые мешают, которые тачки рядом с спотом забирают. Короче, много всяких этих проблем было, поэтому спот сменили, когда разлеты. Да и в целом вы в большей степени отыгрывали с запасных спотов, нежели с основных. Насколько вам было комфортно отыгрывать на этих спотах? Ну, не было такого, что плохо себя чувствовали, потому что от края играли. Какая разница, где лутаться, если ты все равно последним выезжаешь, как бы, и заезжаешь в край зоны, где никого не будет. Первый топ-1 на Мирамаре. Какие вообще были эмоции у вас там в студии после первого чекина на этом турнире? Ну, там напрокало, мы там, по сути, думали, как мы вкусно будем есть сейчас после матча. Там уже, знаешь, мы уже сидели последнюю минуту, знали, что мы выиграли просто. Типа, ничего не делали, просто ждали, поэтому эмоций уже не было. Это, знаешь, мы как бы во время матча просто там, типа, понимали, что мы сейчас всех убьем, а в конце матча уже просто стало на 100%, это понятно, и все. Так что там и на камерах было видно даже, что эмоций не было. 8 место в рейтинговой таблице по итогам первого игрового дня. Как сами вы в тот момент оценивали такой результат? Как для единственной СНГ команды на этом турнире? Просто чуть-чуть нам не везло. И мы приигрывались, а во второй день я знал, что мы сыграем лучше, и в третий тоже еще лучше сыграем. Это всегда так на турнирах у нас происходит. Ребят, скажите, вот место команды и вот все эти перемещения по рейтинговой таблице как-то влияет на ваше настроение перед матчем, либо перед игровым днем? Нет, мы в таблицу практически не смотрим, типа, не обращаем внимания, даже если мы видим таблицу, типа, просто общаемся, что, в принципе, вообще все равно, кто там где. Уже после первого игрового дня можно было делать какие-то выводы касательно оппонентов и соперников на этом турнире. Что скажете по поводу уровня игры в этом году на гранд-финале ПМГЦ? Были команды, которые хорошо играли, были команды, которые плохо играли. Но как бы не было такого, что в лобби было легко играть. То есть каждый матч давался тяжело, и нужно было делать правильные вещи. Ты не мог, типа, сделать тупой мув и как бы выйти сухим из воды. Ты делал тупой мув, ты умирал. Вот и все. Так было каждый матч. А вот насколько по игре отличаются Лига Вест и Лига Ист? С учетом той подготовки, которая у нас была сейчас, играли бы Лигу Вест, мы бы ее выиграли вообще без проблем. Второй день ПМГЦ вы начали с очень крутого Эрангеля, где забрали топ-1 у Новы. Какие были эмоции после этой карты? Тоже не было эмоций, по-моему. Ну, блин, это же лучшая команда в мире, самый сильный представитель китайского региона. У тебя впереди еще больше половины игр. Да, во-первых, больше половины игр впереди. Во-вторых, как бы мы понимали, что они в говнопозиции выходят как бы на нас, им деваться там некуда, а мы уже все контролим. То есть им приходилось выходить в яму, которую мы вокруг взяли. Они не могли, даже у них не было времени там выйти на Тигзе, на Меку. Они стояли с одной стороны, я убежал в другую, и все. То есть вот я даже смотрел там и в TeamSpeak, они уже знали, что типа они проиграют этот файт. Они когда в TeamSpeak были, они говорили, мол, там сейчас на нас слева выйдут, нужно смоки отлева дать. Там Парабой вообще говорил, что он сейчас за зоной умрет. Типа, они понимают все сами. Давайте тогда обсудим следующий Мирамар, который был после Эрангеля сразу. Вы, в принципе, не растеряли ману и забрали топ-3. Как думаете, чего не хватило, чтобы забрать топ-1? Да, там слишком тяжелые шифты были, что на том, которые не дали нам, типа, вообще ничего сделать. То есть там просто уже нужно было идти набирать поинты, что мы и там сделали. То есть мы на том, который был под Кабрерой, вообще, типа, сделали что-то невозможное, когда смогли выехать из города, типа, живыми. С Матиком, когда мы там остались. А под Бендитой тоже просто очень повезло, что мы смогли заехать в толчок без... Типа, вот я там один уже остался живой, убил Годлайков, и в этот момент прям за секунду до того, как я умер, еще 2 сквада погибло, и так бы было топ-5, а так топ-3. Вот по второму Эрангелю есть вопрос, наверное, к тебе, Матик. Это тот момент, где ты контролируешь соло-кэмп, а ребята находятся на горе у госпиталя. Что там произошло?
Потому что на трансляции нам не показали, что случилось. Казалось, будто бы вы были просто не готовы к тому, что к вам на кемп могут приехать гости. Да, хотели обнаглеть, чтобы сплитом постоять 2 OP-позиции в этой зоне. Ну, в лобби играют нормальные команды, они увидели, что... Ну, я специально к себе в гараж еще 2 тачки загнал. И они даже увидев то, что там просто стоит 2 тачки, все равно крашнули в кемп, зная, что там не фулл. Потому что все понимают по карте, где сколько людей. И они просто поехали и сделали вид, что уезжают просто по полю посреди дороги, развернулись, начали крашить в меня и все. Ребят, второй день уже было проще отыгрывать, нежели первый, либо наоборот? Второй день было, да, проще, чем первый отыгрывать. Больше понимания было по карте, кто что делает, типа, кто как играет. Поэтому во второй день просто посмотрели, что нам нужно сделать, чтобы больше поинтов набирать в тех зонах, которые были в первой, и все. А вы разбираете игры сразу после матчей? Сразу после матчей, а потом, каждый матч сразу после матча разбираем быстро. Угу. Потом следующий день перед играми более подробно. Общая командная тактика, стратегия как-то менялась на протяжении этих 3 дней, исходя из того, как ведут себя соперники? Мы в первый день пытались поближе к центру играть. У нас ничего не выходило, и потом начали играть просто от края. 3-й день. С каким настроением вы уже заходили в студию, где будете играть? Мы заезжали типа на яйцах на своих. Уже. Ни после первого дня, ни после второго там не было каких-то особых эмоций, то есть мы просто знали, что нужно также продолжать, вообще не думать ни о чем. Все. Нужно просто брать и забирать топы. Да, к каждой игре относиться как к последней. Там. Тигзи, на первом рангеле, на 3-й день, ты на ротации в лесу ловишь Кинга. Понимала ли команда, что в кемпе находится команда Нова? И если да, то почему вы их не запушили, а пошли вниз по карте к другим командам? Мы понимали то, что это сплит, потому что Баги перед Кингом уехала в новые кемпы, а потом УАЗик поехал, но я не знаю, что там вообще делал Кинг и куда он ехал. С веселых Баги выехала, и оно уехало в новые, поэтому мы знали то, что это Нова. А УАЗик просто поехал через лес, без инфы, без всего, просто меня заехал и убил его. А в новые кемпы мы, наверное, не пошли, потому что там, челы ТПП стоят, и, возможно, мы оттуда бы не вышли. Нас бы закрыли сверху, если бы выше нас кто-то стоял. Но так мы просто заехали на ново и не дали им сыграть эту игру нормально. И Сольник жил под нами, и все. А от нас опять зона там ушла, и мы что-то какое-то место заняли. У нас там много киллов было, около 9. А плейсмент что-то около 7 или 8 мы заняли. Давайте обсудим санки. Мне кажется, что санок по-прежнему тяжело идет для многих команд, когда нет верхней левой зоны. Поэтому многие команды и используют перехил. Что у вас было по медицине на всех картах, и была ли у вас возможность где-то перехилить за зоной? Нас китайцы кошмарили все санки. Да. Мы их кошмарили, и из-за них мы не могли залутаться. Мы им отдали гору все кемпы, которые мы до этого лутали, откуда собирали. Просто сместили, чтобы они просто не занимались вот этим своим. Они всегда, когда на праках играли, с ними просто было противно на одном острове быть. Потому что они делали вещи, которые вообще ни одна команда до этого не делала. И по всему этому острову просто там катались, кошмарили и так далее. Хотя изначально план был другой — закошмарить их, но там не получилось что-то. На трансляции разгорелся прям такой невероятный спор по поводу перехила за зоны. Многие считают, что это вовсе никакая не тактика, а стратегия у команды, это баг игры, и, соответственно, ПТС за плейсмент тоже незаслуженный якобы. Что думаете по этому поводу? Баг или фича? Какая разница? Если игра позволяет тебе набирать бесплатно поинты, почему бы этим не пользоваться? Если бы там, я не знаю, на полу валялась какая-нибудь штука, которая тебе позволяла видеть сквозь стены, ты бы ее не брал разве, если бы другие команды этим пользовались? Если ты можешь этим пользоваться, пользуйся, если тебе это дает преимущество. Это же все зависит от того, какую территорию ты залутаешь, сколько аптек ты наберешь. Да, то есть теперь, чтобы эти аптеки набрать, тебе же нужно зону еще контролировать. То есть ты не можешь просто в любой точке карты набрать эти аптеки. Тебе нужно отбить какую-то зону, что мешает другим командам. На этих турнирных лобби очень мало вообще аптек на СНК по сравнению с тем же пабликом и так далее. Они как будто, я не знаю, скручены там на меньшее количество. И то есть вот сколько мы территорию лутаем, у нас там больше 9 аптек, по-моему, не было, да, за все матчи. То есть это нужно очень много лутать, чтобы набрать аптеки. А если ты хочешь там больше 25-30, это тебе нужно еще пойти кого-то убить. Ты довольно много делаешь для того, чтобы в итоге перехилить нормальное количество очков. Все зависит от плейстайла команды, как они играют, что они делают. Если игра позволяет, почему бы и нет.
Вы наверняка понимаете, о какой команде я говорю, и какую команду больше всего критиковали. Это команда Enigma, за то, что они очень сейвово играют, очень аккуратно и лишний раз без необходимости в какие-то файты не вступают. Как вам Enigma как оппонент в том же Close Fight, и насколько вообще оправдана критика в сторону этой команды? У меня не было ни одного Close Fight даже, по-моему. То есть самый ближний файт это был на Эрангеле, когда вот как раз мы не пошли в новую, а пошли там вот вниз по карте, мы напоролись на Нигму. Мы просто их растянули и убили за деревьями. Ну вот, файтили 3 в 4, топ-1 взяли на Эрангеле. Мы там с Матиком полево пошли, у нас 3 типа лежало у нас в спине, и мы просто с развороту 3 сразу же нокнули. Они нас в спину не смогли убить. Начали в спину стрелять 3 человека, которые в траве лежали. Матик, Тигзи развернулись и 3 убили там за 2 секунды. А они там типа, даже урон. Матика только нокнули, да, по-моему. И добили его в спину. Крыса в смоке лежала у нас вообще в спине между Серегой и Меку. И он еще меня нокнул. Ну а как вы сами думаете, можно ли критиковать команду за то, что они сейвово играют? Ну, они заняли 3-е место. Какая разница, как они играют? Они по турнирной таблице выше, чем остальные команды выше. Ну ты же понимаешь, о чем я говорю? Я говорю про киллы скорее, а не про плейсмент. Ну, я понимаю, но если у тебя такой представь, если у тебя команда механически слабая, но ты можешь там играть вот так, чтобы быть в топе по таблице, почему нет? Почему они должны там условно играть от края, идти в первый файт и сдыхать от первой же команды, потому что они слабые по механике? Они выбрали, как они играть, они играют. Почему вообще кто-то думает, что киллы — это показатель твоего скилла? Как бы это же игра не про киллы, тут же не убить, главное выиграть. Ну, просто после вчерашних игр появились прям локальные мемы, что у команды 48 киллов, и это на 2 килла больше, чем у Ордера в соло. Ну, очевидно, что Ордер MVP этого турнира, но в любом случае, как бы за 3 игровых дня 48 киллов, многие считают, что это недостаточно для топ-3 мира, и это незаслуженное место для этой команды. Вот такие тезисы. В том же пока PUBG на турнирах команды как бы проходят дальше только тогда, когда они забирают топ-1. То есть неважно количество киллов твое, главное топ-1. И как бы команде нет претензий, если она может выиграть там топ-1 занятие, сделать условно 2 или 3 килла за игру. Они же выиграли. Игра на выживание, а не только на убийство. Давайте тогда перейдем уже непосредственно к самой последней игре. Вы прекрасно понимали, что последний рангель будет как раз решающим, и мы как раз узнаем, какое же место мы занимаем. Было ли какое-то у вас переживание, может быть, мандраж перед последним рангелем? Да нет, ничего не было. Все, играли матчи, как и все до этого. Не было такого. Мы таблицу как бы полностью не знали, мы только знали от тренеров, что у нас с Нигмой там отставание будет в 1 поинт, а все остальные находятся от нас по 10-15 ПТС. И мы во время катки видели, как ДВГ их убивают, и понимали то, что все, они уже нас не обгонят, и в целом, просто катку на яйца доигрывали. Тигзи в интервью перед рангелем говорил о том, что при необходимости вы можете кого-то ходропнуть. Ну, потому что они обгоняли 1 поинт, и особого смысла не было. Если бы мы их там обгоняли, мне кажется, на поинтов 15-10, то, возможно, бы упали, но тоже не факт. Да, у нас как бы отрыв с другими командами 10-15 очков, то есть если они выиграют, они нас обгонят. Просто свою игру сыграли, и все. Это так чисто. Шугануть было. Когда вы увидели, что Нигма покидает этот турнир, и, по сути, вы топ-2, был очень забавный пуш бункеров. Что произошло? Там хаешка залетела лакерная, но, это был просто правильный плей. Заехать один бункер, заехать в другой бункер, выиграть игру. То есть других опций не было нормальных. Мы могли бы залететь в каких-нибудь условных Нова, в другую часть карты, но, вероятнее всего, по нам бы все лобби стреляло, Нова бы по нам стреляла, мы бы заехали так, что мы бы еще падали вниз, в яму эту. И проще, мы дали просто ноки. Короче, там вариантов вообще не было. Мы запушили толчок. Дача, на которой залетели пацаны, она полностью взорвалась, а я заезжал в этот толчок сразу на дачу, на которой меньше половины хп. Мы дали в черепаху ног в бункер, и нам нужно было ехать только туда. Это максимально короткое расстояние в зону, куда мы можем доехать, и где нас, скорее всего, не взорвут. Мы заехали, там 5 хаешек под ногами лежало, мы пошли их пушить, все взорвались. Там не было вариантов особо других. Если бы это не разыгрывалось, там топ-2 был бы просто обычный матч, мы бы, вероятнее всего, сделали то же самое. Уже после последнего рангеля вы понимаете, что вы топ-2? Не знаю, во-первых, как матч закончился, мы не знали, что мы топ-2. Мы не знали, сколько очков у команд, которые остались играть. То есть мы не знали, сколько очков у Динго, Ксавьер каких-то. Для нас это был
видно. То есть мы вышли и просто ждали официальных результатов. Все. Да, и сидели с тренерами в лобби и с ними радовались. Но мы не знали, вот сколько осталось у команд, кто оставался в лобби в топ-5, оставшихся. Меко, какие у тебя были эмоции, когда ты узнала, что вы занимаете топ-2 и залутаете $630 000? Я вообще хотел лечь пойти, потому что у меня живот болел. И спать, потому что я всегда хочу спать. Вот и все эмоции. В целом, да, круто было. Вы сидели в лобби вместе с менеджером, ждали результаты, узнали, что потом произошло? Вас просто отправили в свои комнаты? Все? Ну, мы просто долго сидели в лаунж-руме, многие приходили, там давали как бы на подпись на всякие футболки. Мы еще ждали, пока нам принесут бумагу, где нужно подписаться под официальные результаты, что мы с ними согласны. Короче, там провели долго времени, потом нас отвели в руму, где мы все сфотались, потом пошли обратно в лаунж. Ну, мы просто нас мариновали, долго, и все, и потом пустили в номера. В общем, через пару дней вы уже возвращаетесь домой. Планируете ли вы как-то вместе отпраздновать уже по приезду домой? Хочется просто приехать домой. Великое второе место, да? Ну, очевидно, великое второе место. Топ-1 после новой. Разве нет? В следующем году отпразднуем. Сейчас пока что-то... Хз, я даже в Телеграме, когда пост писал, или в Инстаграме сторис сделал, я пишу там, типа, спасибо всем, кто причастен к этой победе. Потом думаю, какой победе вообще? Не, ну это крутой результат. Вот, честно признаться, на протяжении всего интервью кажется, будто бы вы не совсем довольны, либо не рады такому результату. Конечно, у нас были плохие игры. Типа, мы знаем, где мы ошибались. Мы могли бы лучше сыграть. Если мы лучше сыграли, мы выиграли турнир. Но мы просто допустили, 5 игр было с нашими ошибками, а это много. Нет такого, что мы прям супер расстроены. Просто есть понимание, что, во-первых, мы знали, на что мы способны. Мы доказали себе, что мы можем играть так, как мы хотим, но мы ошибались. И это просто нужно исправить. Ну да, поэтому нет прям такой радости. Ну прикольно, второе место, деньги тоже прикольно, но прям нет такого, знаешь, что я сейчас уже прошло больше суток, да, практически, я сижу и радуюсь этому. Ну, блин, это очевидно крутой результат. Ребят, напишите в комментариях, что это очень крутой результат. Единственная СНГ команда, которая прошла на финалы по МГЦ, заняла второе место после новой. Алло, я протестую, это крутой результат. Мы должны были быть над новой, а не под. Ну, в следующем году будете, ничего страшного. Все должно быть постепенно. Ребят, а вот такая стабильность в результате у Новой, это результат большого опыта и того, что они играют одним составом уже очень долго? Ну, они не играют составом очень долго. Они всегда часто менялись. И даже сейчас Кинг выставили на трансфер. У них еще запасной игрок сверху есть. Но в целом, да, это результат большой работы. Это показатель, что они пришли в нашу игру за месяц до начала турнира, то есть у них закончилась их лига, они пришли в нашу игру, поиграли у нее 1,5 месяца и выиграли глобальный чемпионат мира. Ну, это показатель просто большого опыта и понимания вообще таких игр. Какие команды на этом турнире смогли вас удивить в хорошем и плохом значении этого слова? Чилийцы. Которые чилят. Они, если что, у нас сидели постоянно, они у нас сидели за стеной, они там были на последних местах каждый день, радовались и музыку включали очень громко, и все веселились, А потом Саня сказал, что это чилийцы, и все срослось. В хорошем плане только Нова играла, но это неудивительно, знаешь. Ну, да. То есть это ожидаемо было. А все остальные, сыграли, как сыграли. STG красавчики, которые с 12 места до 4 бэкнули в один день. Хорошо, давайте тогда обсудим, какой матч или хайлайт вам запомнился больше всего. Да, реально не было хайлайтов. Никто там не закрывал 1 в 4. Вообще даже игроки. Хайлайтов реально не было. Один хайлайт на последнем, в третий день Санук. Когда Тигзи говорит, меня аптека захилила, но он умер почему-то. Хорошо, тогда давайте обсудим ваши планы после этого турнира. Чем будете заниматься по прилету домой? Хотя бы прилететь домой надо, там уже все. Я вообще хотел ноуды сгонять, но времени нет. Да я не знаю, куда-нибудь в тепло, но времени нет, еще надо много всяких дел сделать там со здоровьем, с загранпаспортом и так далее. Серега, что случилось? Какие были смешные ситуации за это все время, пока вы были в Сингапуре? Очевидно, было что-то смешное, веселое. Меня затопило. Да, что произошло? Я откуда знаю? Я сижу, слышу, как вода полилась.
Думаю, что это... Забыл кран выключить, но звук точно не такой. Прихожу, у меня просто с потолка вода льется на пол. А на тобой не находились случайно игроки из других команд? А я не знаю, я у всех, у кого спросил, это вот 2 команды турков. Они все на нашем этаже и на этаже ниже жили. В конце уже по традиции вы можете сказать пару слов фанатам и болельщикам, которые все это время переживали и топили за вас. Спасибо всем фанатам, что переживали за нас, болели, волновались за Тигзи. 1 hour later. Нави на первом, Нова под нами, вперед Навяне там. Вот на такой вот позитивной ноте мы и завершаем наше интервью. Наши парни стали топ-2 мира, и я более чем уверена, что это только начало. Огромное спасибо всем за поддержку. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Также обязательно ставьте лайки, потому что наши парни этого заслуживают. Ну и напишите в комментариях хайлайт, который вам запомнился больше всего. А с вами была Яна, серебряные призеры Grand Final по МГЦ и канал Na'Vi PUBG Mobile. Пока-пока.